Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание ведьмам, поговорим о том, что никогда женщина-ведьма не простит вам. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет очень много полезной, важной и нужной информации. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также, друзья, всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Вы знаете, каждый из нас хоть раз в жизни встречался или же соприкасался с женщиной-ведьмой. У кого-то это было мимолетное знакомство, а вот на каком-то оно отобразилось в полной мере. На одних положительно, и в таком случае человек получил сильного энергетического защитника, который сможет поддержать в самый ответственный момент, подзарядив сильной энергетикой, а также защитить от разрушительного зла, любого при этом происхождения, даже такого сильного, как порча, сглаз, проклен. Злые сущности не будут здесь исключением. Кому-то повезло меньше, и для этого могут быть разные причины. На вашем пути встретилась черная ведьма, целью которой является вредить людям, отбирая у них сильные энергии и ослабляя их биополе. Кто-то себя неправильно повел в присутствии женщины-ведьмы, возможно, обидел близких для нее людей, которых она взяла под свою опеку. Возможно, в ком-то она увидела то, что ей не понравилось, так как она на том этапе ваше сердце по отношению к кому-то было неискренним. Женщину-ведьму среди обычных женщин не просто распознать, есть признаки, которые могут на нее указать, но их нужно знать. Также нужно и проявлять внимательность к мелочам и анализировать то, что происходит. Женщина-ведьма не обладает такой страшной внешностью, которую обычно показывают в различных фильмах. Наоборот, в большинстве случаев она очень красива или же просто мила. Ее внешность никогда никого не оставит равнодушным. Мужчины в большинстве случаев не могут такую женщину забыть и жаждут с ней встречи. Женщин поражает ее манера себя держать, преподносить, общаться, выходить из различных ситуаций и одеваться. У женщины-ведьмы всегда густые волосы, выразительные глаза, красивые формы в фигуре. Это не должна быть обязательно худая женщина, но сложена она обязательно будет красива. Она любит носить одежду, которая всегда подчеркивает ее достоинство, никогда не наденет на себя то, что носят другие, так как предпочитает оригинальность и индивидуальность. Не будут носить и реплики на брендовые вещи, не увидите ее и в одежде из синтетики, так как она способна перекрывать ее силы, и она не сможет в такой одежде ними пользоваться в полной мере. Любит различные браслеты на левой руке, их обычно больше, чем один, так как через левую руку к нам притягиваются потоки различных энергий, которые нужно научиться контролировать. И женщина-ведьма в этом плане ничем от обычных людей не отличается. Могут быть и различные украшения, но всегда, как правило, они из благородных металлов или же натуральных камней. Кулоны с символами, которые вы не понимаете. Может быть и тату, которое ее оберегает от ее собственных страхов. Они ей не чужды, так как если она не сможет их в какой-то момент сконтролировать, это скажется негативно опять же на ее биополе, а также общем состоянии. Поэтому, чтобы такого не допустить, она преждевременно себя страхует. У женщины-ведьмы есть родимые пятна, родинки необычной формы, могут быть и различные другие отличия. Но часто они их умело прячут или же наоборот преподносят как что-то особенное. Очень редко бывает, когда внешность не впечатляющая. Такое происходит в основном, когда это темная ведьма высшей касты, под влиянием и в окружении разрушительного негатива ее внешность может портиться, искажаться. Часто у темных ведьм могут быть большие родимые пятна, много родинок на лице, необычная форма ушей. Женщина-ведьма, как темная, так и светлая, обладает своим особенным характером, который не похож на характер обычной женщины. Она никогда не простит то, что может простить обыкновенная женщина. Не будет ни под кого подстраиваться, пытаться кому-то угодить, кого-то удивить, не будет терпеть агрессию по отношению к себе. Ну и, конечно же, ложь. Ложь способна притягивать не то,
что негативная энергия, а губительная. Она разрушает не только жизнь того, кто ее использует, но и жизнь того, кому она относится. Исключением не являются и те люди, которые находятся в окружении таких людей, поэтому люди ее не любят. Но женщина-ведьма ее даже слушать не будет, так как очень чутка по отношению к ней и видит людей, которые лгут на расстоянии. Она не будет даже объясняться, как только ее ощутит, при этом для нее не имеет значения. Это маленький обман, который кто-то посчитает безобидным, а кто-то, возможно, даже шуткой, или это крупная ложь, которая разрушает все на своем пути, и доверие не является исключением. Поэтому, если в вашем окружении есть женщина-ведьма, с которой у вас прекрасные отношения, цените это, никогда не обманывайте ее, так как даже если вы потом объяснитесь, попробуйте все исправить, у вас ничего уже не получится. Отношения не то, что никогда не станут прежними, их и вовсе никогда больше не будет. Вы разорвете связь между вами раз и навсегда. Если в вашей жизни присутствует ложь, откажитесь от нее полностью. Она ничем хорошим не наполнит вашу жизнь, только различными проблемами, бедами. Ведь недаром наши предки передали нам мудрость, которая звучит следующим образом. Лучше самая горькая правда, чем сладкая ложь. Поэтому возьмите за правило при любых обстоятельствах говорить правду, и вы увидите, сколько всего хорошего будет в вашей жизни, сколько неприятных событий, впечатлений вам обязательно удастся избежать. Не простит женщина-ведьма и сплетни о себе. Часто разговаривая о ком-то, вы можете удивляться, что к вам подойдет этот человек и скажет, что знает все, что вы говорите. Вы будете думать, что кому же вы что-то сказали, откуда могли дойти слухи, но все очень просто. Женщина-ведьма ощущает эти порывы на расстоянии. Она чувствует все, что о ней говорят, так как в такие моменты происходят энергетические вибрации. Поэтому, если вы не готовы проговорить какие-то слова в лицо человеку, показать, что вы так считаете, указать ему на ошибки, не сплетничайте. Интриги, сплетни еще никому ничего хорошего не принесли. Женщиной-ведьмой такие интриги закончатся плохим для вас результатом. Она обернет их против вас. Вы пожалеете о том, что решили с ней связаться, оклеветать или же использовать ее в своих целях. Если вы не готовы или же не знаете, как общаться с женщиной-ведьмой, просто не делайте этого. Но не думайте, что вы хитрее и сможете лицемерить. С ней такого никогда не пройдет. А вот искренность она обязательно оценит, и это не только сделает ваши отношения более крепкими, но и поможет справиться с ситуацией, которая по какой-то причине могла возникнуть. Если избранник, близкая подруга или же друг у ведьмы будут пить, принимать наркотики, проигрывать деньги, она попытается помочь. Если человек примет ее помощь, она будет продолжать и далее, но она никогда не будет находиться рядом, если кто-то, пусть даже из близких людей, окажется от ее помощи. Такие злоупотребления притягивают разрушительный негатив, она это знает и всячески будет стараться такого избегать. Когда человек впускает в свою жизнь такого рода негатив, вместе с ним он впускает и злые сущности. Ведьма не будет тратить свою жизнь, чтобы оберегать жизнь того человека, который ее не ценит. Не будет упрашивать, жалеть, как обычная женщина. Она слишком знает себе цену, чтобы делать то, что никто не оценит. Если кто-то попросит, она не откажет, но сама принимать такого рода решения ни за кого не будет. Многим людям стоит этому поучиться у женщины-ведьмы, научиться отпускать то, что тянет постоянно назад и не дает спокойно жить, а также те, кто не ценит вашу заботу, внимание и желание помочь в той ситуации, когда все остальные отвернулись. Не стоит тратить свою жизнь на такое, как алкоголь, наркотики, ставки, игры, так как жизнь одна, и прожить все-таки ее нужно счастливо, а не в долгах, бедности, в проблемах и бедах, которые самостоятельно, а что самое страшное, осознанно и создаются в таком случае. Подлость – это то, что человек совершает намеренно, мало того, обдуманно, так как планирует ее заранее. Глупость – это опрометчивый поступок, в большинстве случаев необдуманный, подлость же нет. Ведьма это знает и разницу ощущает очень сильно, так как она, как никто другой, способна чувствовать не только энергии, которые ее наполняют, вокруг нее находятся, но и те, которые излучают другие люди, как к ней, так и к тем, кто их окружает. Поэтому подлость она не простит никогда, а вот глупость с легкостью даже поможет и подскажет, чтобы больше такого не было, и человек, который ее совершил, не попадал более в такие ситуации.
Она также не простит измены, так как измена совершается намеренно. Если даже кто-то говорит, что это произошло случайно, что он не знает, как так получилось, что он совсем такого не хотел, все это ложь. Только тот, кто не думает о таком, никогда на такое не пойдет. Если человек уже приметил кого-то, а затем совершил с этим человеком данный поступок, значит, он был к этому готов, искал на подсознательном уровне замену. Только поэтому все так произошло, остальное все отговорки. В большинстве случаев, если кто-то уже совершил измену, он совершит ее еще не раз, особенно если почувствует, что это прошло безнаказанно или же просто с маленьким скандалом и слезами. Не стоит никогда позволять себе с кем-то сравнивать. Вы индивидуальны, таких как вы больше нет. Если вас не ценят, уходите от этого человека. Не позволяйте ему занимать чье-то место. Того, кто будет вас любить, ценить и никогда не обидит. Ведьма все это знает, она не готова переживать душевную боль, поэтому возле нее должен быть идеальный и достойный человек, а тот, кто готов изменить, таким не является, значит, она и не позволит ему быть рядом. Она никогда не опустится на тот уровень, когда ей придется за кого-то бороться, отстаивать свои интересы, ее избранник только ее, а она для него единственная, по-другому с ней быть не должно и по-другому ей и не надо. Бывает не только физическая измена, но и душевная, моральная. Ее не каждая женщина сможет ощутить, а только та, у кого сильная интуиция. Женщина-ведьма ее не пропустит. Если она ощутит, что человек представлял на ее месте кого-то другого, о ком-то думал, она этого не простит, так как любая измена – это поиск чего-то лучшего, более красивого, успешного. Она считает себя особенной и никак иначе. Если человек совершил измену, значит, он показывает, что не любит того, кому изменил. А для чего жить с тем, кто готов тебя предать на каждом шагу, без сомнений и озарения совести? Не стоит поддерживать отношения и в том случае, когда нет любви. Отношения без любви – это все-таки не отношения. Сделав выбор, с кем идти рядом по жизни, человек делает выбор, изменив. Он сам придает свой выбор и показывает свою неуверенность в завтрашнем дне. Ведьма же уверенная в себе человек, поэтому и партнера своего хочет видеть таким же. Другой ей просто-навсего не нужен. Измену женщина-ведьма не примет и от близкого человека, подруги. Например, когда доверит какой-то секрет, а она расскажет кому-то еще, или же когда такой человек выберет на определенном этапе кого-то другого, а не ее, так как в том случае было выгоднее в другом месте, а не возле нее. Измена – это также проявление нечестности, лживости, а лживость не ценит никто. Если что-то произошло с чувствами, они ушли, нужно иметь силу в этом признаться. Если же такой силы нет, такой человек ничего не стоит. Не стоят и те люди, которые хотят устроиться в нескольких местах одновременно, только для того, чтобы им было хорошо, а отношения других людей для них не имеют никакого значения. Я когда-то прочитала слова одной женщины-ведьмы, которая написала: «Любить позволено нам раз, но это чувство всех дороже. Тот, кто предал его хоть раз, прощения вовсе не достоин. Любовь сменяется на гнев, улыбку, горе заменяет. Любимый прежде человек в немилость попадает». Это указывает на то, что женщина-ведьма способна искренне, действительно сильно любить, но она не простит предательства и даже не будет пробовать оправдать того, кто когда-то имел для нее значение, и это правильно. Не простит она и того, что кто-то к ее деятельности будет относиться без уважения. Вам, тем, кто находится в ее окружении, не нужно заниматься тем же, не нужно прислушиваться ко всем ее советам, но и не воспринимать род ее деятельности также не стоит, иначе она просто отдалится, и вам не будет места в ее жизни. Она желает, чтобы ее принимали такой, какой она есть, и уважали то, чем она занимается, ведь это ее неотъемлемая часть. Также она не простит неуважительного отношения к своим близким людям и семье, так как она считает, что это самые ее дорогие люди, и никто не имеет права их обижать. Если тот, с кем она в отношения, будет ставить ее перед выбором, отношения с ним или семья, она незамедлительно выберет семью, поэтому перед таким выбором ее ни в коем случае ставить нельзя. У нее есть свое личное пространство, и она абсолютно никому, и даже тому, кого пустила в свою жизнь, не позволит заполнить его полностью, так как ей нужно место для того, чтобы черпать силы, для того, чтобы мечтать и воплощать желаемое в жизнь. Если ее пространство будет заполнено, это все от нее уйдет,
она может даже утратить большую часть своих сил. Ведьма не будет ни у кого просить помощи и поддержки. Но если вдруг произошла непредвиденная ситуация, и она пришла за этим к вам, не отказывайте ей. Она умеет быть благодарной в тот момент, когда вы будете считать, что выхода из ситуации нет, что все от вас отвернулись. Она укажет вам путь, проведя через него за руку, вы с легкостью совсем справитесь. Но делайте это только от чистого сердца. Если вы не готовы, даже не начинайте, так как она не примет поступок по взаимовыгоде. Женщина-ведьма – это необычная женщина, но она также имеет свою душу и желание о том, чтобы любить, быть любимой, чтобы находиться среди близких людей и верных друзей. Она во многом сможет помочь и поддержать, но никогда не простит того, о чем мы с вами говорили. Поэтому, если желаете, чтобы она была в вашей жизни, уважайте ее и любите, проявляйте внимание и заботу, делайте это только от чистой души. По-другому с ней никогда не будет, и не забывайте, что если она уйдет, то уже никогда к вам не вернется. А также и то, что на энергетическом и эмоциональном уровне она способна ощущать очень многое. То, что не подвластно обычным женщинам. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам сегодня помогали в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно делитесь этим видео с теми людьми, которым действительно будет это интересно. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.